Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 12 января, четверг. Как всегда, последние важнейшие новости на сегодняшний день. А также попытаемся сделать прогноз на ближайшее будущее. Начнем с самого главного, наболевшего. Сегодня вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что если Польша решит поставить танки «Леопард» Украине, то правительство Германии не будет возражать. Это было необходимо заявление после того, как вчера президент Польши заявил о готовности Польши поставить эти танки Украине, но подразумевало, что поскольку танки немецкого происхождения, Германия должна по существующим правилам дать на это зеленый свет. И вот он последовал. То есть тот день, который мы так ждали, он приближается. Видимо, он наступит 20 января, когда в Рамштайне соберется третья именно в Рамштайне сессия контактной группы по Украине в составе, как говорят, до 50 государств. Союзник – это коалиция союзников Украины, в рамках которой будет принято это решение. Значит, тут два обстоятельства, которые я хотел бы обратить внимание. Во-первых, все движется в рамках тех обсуждений и тех планов, которые мы с вами обсуждали. То есть танки тяжелые, наконец-то Запад решил поставить. Единственная была проблема, как это оформить. Никакая страна из союзников не хотела быть единственным поставщиком, дабы не становиться немедленно главным врагом Москвы. Поэтому, видимо, пришли к следующей формулировке. Будет образована так называемая группа, типа консорциум из 13, то ли 15 государств, которые имеют на своем вооружении танки «Леопард». И вот они все вместе выразят готовность и поставят эти танки. То есть с 15 государствами тягаться сложнее, чем угрожать одному единственному. Тем более, что истерия в Москве в последние дни, особенно в связи с перспективой поставки этих танков в Украину, нарастает не по-детски. Температура в шестой палате зашкаливает, поэтому вот решили сыграть союзники Украины по возможности как можно спокойно и ненавязчиво. Сейчас в Германии, вернее не в Германии, а вообще в Европе насчитывается не менее 2000 танков, которые находятся на вооружении примерно 14 стран. У Германии этих танков около 266, у остальных государств их не более сотни. И вот предполагается, что все они могут поставить каждое какое-то определенное количество. Все это снизит затраты, облегчит их поставки чисто логистически, сделает более комфортными и быстрыми развертывание системы техобслуживания и вообще в процессе ремонтную базу техобслуживания в 15 государствах-то проще делать, чем в одном единственном. Короче говоря, процесс должен пойти стремительно. И дело не только в «Леопардах», потому что Великобритания также заявила о своей готовности поставить около дюжины своих танков «Челленджер». Ну а там и американские «Абрамсы» движутся в сторону Польши, южнокорейские танки. Короче говоря, второй момент, на который я хотел бы обратить внимание – скорость. То есть мы с вами ожидали, что их поставят. Особенно после того, как было объявлено о поставках БМП. Потому что после поставок Patriot БМП уже не было резона говорить там о провокации, о том, что Россия может это воспринять как провокацию, эскалацию и так далее. То есть это было понятно, что поставят. Единственное, что меня не то что удивило, я рассчитывал, что это произойдет где-то ближе к весне. Скажем так, где-то в марте, в апреле месяце. Но оказалось, и это все более отчетливо проявляется, что союзники Украины, прежде всего Соединенные Штаты Америки, торопятся. Именно торопятся. И мы тоже это с вами обсуждали. То есть складывается впечатление, что
во всяком случае в Вашингтоне и в Лондоне, хотели бы, чтобы решающие победы Украины были достигнуты в 2023 году. И связано это с внутренними проблемами в Соединенных Штатах Америки, с результатами ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, в результате которых у республиканцев появилось незначительное большинство, но именно из-за этого незначительного большинства важную скрипку в этом новом оркестре в Палате представителей начала играть оголтелая группа трампистов, которая выступила под лозунгом «Ни цента Украине». И вот я вам рассказывал о недавнем опросе, вернее, как недавнем, он где-то был месяца полтора назад, который показывал, что сдвиг в настроениях республиканских избирателей, среди которых где-то 48%, это в предыдущем опросе общественного мнения, 48% стали выступать за то, что надо сворачивать помощь Украине. Именно сворачивать, не вообще закончить, а именно сворачивать. А вот сейчас был проведен новый опрос телекомпании CBS News и YouGov, Your Government организации. Он был проведен на этой неделе, результаты его были опубликованы в газете Washington Post. Это был первый опрос общественного мнения после памятного визита президента Зеленского в Вашингтон и его выступления перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Так вот, опрос показал, что неблагоприятный для Украины сдвиг в настроениях среди республиканцев усиливается. Теперь, значит, цифры такие. 52% в принципе хотят, чтобы их представитель в Конгрессе, то есть в Палате представителей, выступил против дальнейшего финансирования Украины. 52 за то, чтобы прекращать, сворачивать финансирование Украины. 48 готовы это продолжать. То есть тут вроде небольшая разница, но дальнейшие цифры, они как-то так хуже. Почему? Потому что тенденция следующая. Если вот эти цифры еще говорят о том, что республиканские избиратели хотят сократить где-то эту помощь, но, может быть, не совсем сразу ее остановить, то вот следующий опрос общественного мнения, который был проведен для Чикагского университета по глобальным вопросам, он свидетельствует о том, что среди республиканцев растет пессимизм и неверие в то, что Украина может достичь победы. И поэтому, когда задают вопрос, что вы предпочитаете, или финансирование Украины столько, сколько потребуется, а именно это до сих пор официальная позиция администрации США и союзников по НАТО. То есть или же будем продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется для победы, или же прекратим эту помощь. Надо прекращать как можно скорее, а для этого Украина должна заключить соответствующее соглашение или договор с Россией в рамках компромисса, даже если для этого понадобится пожертвовать какими-то территориями. Это совершенно новое явление. То есть сейчас 63% республиканцев за то, 63 против 33. Это громадный разрыв. То есть 63% сейчас за то, чтобы как можно скорее прекращать этот конфликт, вернее не конфликт, а войну, путем достижения соглашения, перемирия, даже если для этого потребуется пожертвовать какими-то территориями. Ну вот и вырисовывается общая стратегия вот этого оголтелой группировки республиканской партии под названием МАГА, которая в статье, кстати, здесь подчеркивается, то, что я вам неоднократно говорил. Эта группировка составляет где-то 10% от общей фракции республиканской партии в Палате представителей, но она твердолобая, наглая, шумная и агрессивная. Ей удалось
фактически в значительной степени поставить спикера, новоизбранного спикера Палаты представителей Маккартни под свой контроль. Ну и вырисовывается общая тенденция, вернее, стратегия этой группировки, о которой я вам рассказывал. В информационном пространстве Украины ее гонцы кричат о том, что администрация Байдена не помогает Украине, более того, сливает Украину Путину, а внутри страны, прежде всего через Fox, канал Fox, есть еще один такой, Newsmax. Fox – это Такер Карлсон с его, говорят, 9 миллионами зрителей ежедневно. То есть он считается чуть ли не половина Fox канала по влиянию на республиканскую аудиторию. Так вот, они разгоняют волну о том, что надо заканчивать, потому что эта помощь якобы, ну, тут, понимаете, воздействие идет на тупую психику реднека. То есть помощь Украине мешает реднеку покупать достаточное пиво, количество пива, и повышает цены на бензоколонки. Вот в чем вся проблема. Хотя это абсолютная, конечно, чушь. Поэтому, значит, есть варианты, есть надежды, проводится работа, чтобы как-то так эту тенденцию свернуть, потому что, ну, с точки зрения здравого смысла и любому грамотному человеку, который закончил, ну, более-менее нормально среднюю школу, понятно, что необходимо наносить поражение агрессору, то есть России в Европе. Но, тем не менее, то есть по тем темпам, которые вот сейчас взяли в принятии решения об оказании дополнительной помощи Украине, и качество этой помощи, для меня свидетельствует о том, что есть в Вашингтоне опасения, то есть позиция такова: надо поставить сейчас и быстро, и нанести максимально возможное поражение агрессору в этом году, что в принципе неплохо. Теперь перейдем к второму наболевшему вопросу после «Леопарда», вообще тяжелых танков. Это ситуация Солидар, Бахмут, вокруг которого было возникла в последнее время такая напряженность, в том числе и в российском политикуме и информационном пространстве. Я имею в виду пару дней назад сделанное поваром Пригожиным заявление о том, что он взял Солидар, а потом его опровергло российское же Министерство обороны. То есть это было проявление схватки, склоки, драки, которая вышла из-под ковра между различными фракциями, командами, которые находятся вокруг Путина. Итак, я вам выскажу точку зрения американских экспертов в военном деле, которые я считаю обоснованными. Я давно за ними наблюдаю, и, как правило, то, что они говорят, со временем сбывается. Итак, то, что происходит под Солидаром с российской стороны, некоторые американские эксперты сравнивают с пирровой победой. Был такой древнегреческий полководец, он даже был царем там местного города Древней Греции, его звали Пир из-за пира. Даже говорят, что он был двоюродным племянником Александра Македонского. Так вот, этого военачальника пригласил один из древнегреческих городов, который находился неподалеку от Рима, Древнего Рима, с тем, чтобы он оказал ему помощь. Нужно было взять этот город. И вот он туда двинулся. Несколько дней он бился в тяжелой кровопролитной борьбе. Он потерял огромное количество своих воинов. Дошло до того, что он сказал: еще несколько дней, и я смогу только один вернуться домой, потому что всю остальную армию я потеряю. Но он разбил противника, и ему оставалось всего там рукой подать до Рима, и Рим бы пал. Он бы взял Рим, и история мира повернулась бы совсем иначе, как предполагают многие историки. Но он потерял столько людей, что он не смог этого сделать. То есть он добился победы, но в результате этой победы он развернулся и ушел домой. Так вот, то, что происходит под Солидаром и Бахмутом, некоторые американские
аналитики сравнивают с этой первой победой. Это даже в случае даже, если врагу удастся взять Солидар. Но, как они говорят, взятие Солидара еще не значит взятие Бахмута. Но даже взятие Солидара и Бахмута это меркнет по сравнению с тем, что планируется и к чему стороны готовятся в ближайшее будущее. То есть даже первая победа, но там было за что сражаться. Рим от того, будет взят Рим или нет, решалась судьба чуть ли не человечества в то время. Да, это было бы грандиозное событие. А взятие Солидара и Бахмута, хотя бы это имело большое оперативное значение, тактическое значение, но оно меркнет на фоне тех стратегических задач, подготовка которым сейчас ведется. В результате в сухом остатке что получается? По оценкам военного ведомства Соединенных Штатов, в битве под Солидаром Вагнер, который играл главную скрипку в этом оркестре, из 50 тысяч человек, это та общая численность группировки Вагнера, которая принимала участие в штурме Солидара, продолжает принимать, из 50 тысяч враг лишился 14 100. Из которых 10 тысяч – это раненые, и 4100 – это убитые. Ну, примерно 30%. Тяжелые потери. То есть получается, что у врага исчерпана в значительной степени живая сила, которой неоткуда взять, неоткуда набрать народ для того, чтобы пополнить живую силу того же Вагнера. То есть сам Вагнер понес тяжелейшие потери, поскольку именно он, как хвастался Пригожин, единолично вел эту борьбу, вел эту осаду. Ну и в это время происходило, как считают американцы, в это время вооруженные силы Украины, сковав врага вот на этом направлении, вели перегруппировку, тренировку. То есть я вам рассказывал об этом. Тысячи бойцов сейчас снимаются с поля боя, их перебрасывают за пределами Украины, где они проходят подготовку для того, чтобы овладеть современной тактикой ведения войны. Войны, в которой это маневренная война с использованием одновременным вооруженных различных видов войск. То есть это именно та тактика, которая неведома вооруженным силам Российской Федерации и которая применяется в рамках НАТО. И вот предполагается, что таким образом будут подготовлены новые бригады в составе ВСУ, они будут вооружены новым оружием. На этой неделе или в начале следующей начинается подготовка украинских специалистов для работы с Patriot. Я очень предполагаю, что уже началась подготовка украинских экипажей для работы с теми БМП, а теперь и с танками, которые будут поставлены. Все это должно быть поставлено к концу зимы, к началу лета. То есть вопрос вот сейчас. И в это время, когда решаются вот эти глобальные стратегические вопросы подготовки ВСУ для стратегического удара по врагу, в это время происходит вот эта возня вокруг Солидара. Хотя, да, с тактической точки зрения, там говорят, это открывает путь куда-то там и так далее. Но это может, и считают американцы, так и окажется, это будет путем, они могут и открыть этот путь, если им, конечно, это позволят, но это будет путь в никуда, это будет путь к поражению. Второй вопрос, важнейший, который обсуждают американские аналитики, это анализ последних перестановок в высшем военном руководстве Российской Федерации. Они также пытаются спрогнозировать, а во что это выльется. Ну, имеется в виду прежде всего
назначение, вернее, снятие с должности Суровикина, на его место идет Герасимов, Суровикин становится его заместителем. Ну и возвращение блудного сына Лапина на должность начальника штаба сухопутных войск. Общая идея, общее впечатление. То есть я вам сейчас скажу мнение двух аналитиков. Один из них – это бывший аналитик разведки Пентагона, Defense Intelligence Agency. Сейчас он работает на одной из крупнейших неправительственных аналитических центров, но который фактически работает, хоть не правительственно, он работает на правительство. То есть это один из лучших, который считается. Очень большая просьба не срезать, потому что я сейчас уверен, что сейчас появятся десятки у меня сообщений на форуме, где там будет, какая чушь, так это не будет. Давайте посмотрим, потому что я слежу с начала войны за этим аналитиком, и то, что он писал еще в марте прошлого года, когда только началась агрессия, оно потом начало сбываться вот в конце этого года. То есть человек знает, о чем он говорит. Он этим занимался всю сознательную жизнь. Не так. Общая оценка произошедшего. Произошла смена компетентного, относительно компетентного, Суровикина на заведомо некомпетентного Герасимова. Того Герасимова, который вместе с Шойгу провалил начало агрессии. Они подписали, они согласились с планом Путина, который однозначно был нерабочим. То есть профессионал, с точки зрения американского военного аналитика, не имел права соглашаться на этот план. Герасимов и Шойгу, будучи Шойгу фанерный маршал, этот паркетный генерал, они по законам путинской бюрократии шаркнули, щелкнули каблуками, сказали «есть», подмахнули этот план. К чему он привел, теперь понятно. То есть это известно всем. И тот, и другой некомпетентны. И это было проверено. И Герасимов был даже снят, отодвинут от руководства некоторое время, вы знаете. Ходили слухи, что над Шойгу нависла страшная угроза. И все это было известно Путину. И тем не менее, он снимает Суровикина, человека, который не так долго находился на должности руководителя этой так называемой специальной военной операции, который, по мнению американских аналитиков, не принял ни одного некомпетентного решения. То, что он делал правильно, учитывая обстоятельства на поле боя. Там вот некоторые военные блогеры, которые разгоняют прокремлевские тезисы, писали, когда стало известно о его снятии, что его вина, одно из проявлений его вины состоит в том, что он сдал Херсон. Ну, ситуация такая была в Херсоне, как считают американские аналитики. Надо было уходить оттуда, однозначно, с точки зрения здравого смысла, иначе там появился бы Сталинград, и там бы погибло, и могло погибнуть тысячи, если не 10 тысяч российских войск. То есть то, что он делал с точки зрения логики, которая военных действий. Он имел поддержку в войсках. Его слушал Путин. К нему неплохо относились наемники, вагнеровцы и кадыровцы. Единственное, у него противники были – это паркетные генералы и фанерный маршал Шойгу. И Путин его слушал. Но у него был большой недостаток с точки зрения путинской вертикали власти. Он рассказывал Путину то, что есть. В рамках, удобоваримых, в приемлемых рамках, допустимых, скажем так, рамках, а не то, что Путин хотел услышать. И вот это было страшно его просчет.
То есть он первый раз, когда рассказал про эту, врубил правду матку, это когда он сказал, что из Херсона нужно уходить. Ну, Путин тогда проглотил, с этим его назначил, но дальше, видно, пошло хуже. То есть, видимо, он рассказывал Путину такое, что Путин пришел в ужас. То есть правду, что типа шеф, все пропало или все пропадает, у нас нету шанса. И в это время вот эти паркетные маршал и генерал Герасимов, видимо, пели Путину о том, что товарищ не понимает или вас обманывает, вводит в заблуждение, что-то он не то несет и так далее. Короче говоря, как это принято вот в тираниях. Помните историю еще, трагедию Шекспира «Отелло», когда некий Яго вот так вот на ушко ядом отравлял сознание своего господина, к чему это привело. Вот нечто подобное современное Яго, Шойгу и Герасимов умудрились вытащить себя из небытия, сместить компетентного, ну, как считают американцы, из того набора, который есть у Путина. Это самый компетентный был Суровикин. И вот, значит, вернули обратно тех людей, которые провалили начало вторжения российских войск в Украину. Что будет дальше с точки зрения этого аналитика? Значит, он считает, что это будет возвращение к советской военной доктрине. То есть обратно в прошлое. Хотя и до этого, так, собственно говоря, они не страдали демонстрацией новейших методов ведения боевых действий. А теперь речь пошла, вы слышали одно из последних заявлений Шойгу, что дивизии надо возвращаться к дивизиям. Короче говоря, ко Второй мировой войне. Будет на поле боя происходить то, что будет говорить Путин. То есть даже элемента профессионализма, которые где-то вроде проявлялись в той или иной степени при Суровикине, они должны исчезнуть. То есть там будет чего изволите. Вот скажет этот нанофюрер, сделайте это, они будут делать. Затем, поскольку нанофюрер сейчас в отчаянии, ему нужны какие-то победы, и заговорили уже о дивизиях, допускают американские аналитики, что речь может идти о подготовке и организации какого-то крупного наступления с участием большого количества живой силы. Но тут имеется в виду где-то 150 тысяч чмобиков, которые проходят или должны проходить сейчас тренировку. По мнению американских аналитиков, они могут добиться каких-то временных успехов, отдельных, ограниченных, но стратегически они ничего не изменят в пользу Российской Федерации. Стратегически, как я вам сказал, речь идет о том, что ВСУ проходит целенаправленную, скоординированную подготовку для мощного стратегического удара по противнику, который вряд ли сможет успешно этому противостоять. То есть, возможно, будет пролито много крови, ну, до сих пор ее было немало. То есть, в конечном итоге, возможность для эскалации, успешной эскалации у России при Герасимове минимальна, по мнению американцев. Второе, что будет происходить. Герасимов, его судьба висит на волоске. То есть понятно, что его вытащили из никуда, опять из забвения, опять поставили на руководящую должность, естественно, предупредили. Если еще раз, то все, прощения тебя не будет. Поэтому он будет рыть, будет совершать безумные поступки, которые
не укладываются в нормальную логику боевых действий. Это тоже нужно иметь в виду. Будут приниматься нецелесообразные для нормального военного, хорошо образованного военного решения. То есть главное – это ублажить сумасшедшего начальника. Фамилию этого начальника мы знаем. Ну и в конечном счете, по мнению американских аналитиков, это рецепт провала, полного грандиозного провала. То есть еще раз, вот я вспоминаю свой же тезис, что Путин – это самый страшный агент мирового зла, если оно существует. Если у ЦРУ был и есть самый страшный разрушительный агент, то это наверняка Путин, поскольку никто не принимает столь идиотских решений, как он в последнее время. Я вам напомню, я вам рассказывал, что во время Второй мировой войны спецслужбы Великобритании подготовили командос для того, чтобы высадиться в горах Баварии, захватить известный вот этот замок или фюрера и уничтожить его. И Черчилль наложил табу. Он запретил это делать, потому что он считал, что Гитлер, будучи тогда, он тогда уже объявил себя главнокомандующим, в этой должности более эффективен с точки зрения вреда, который наносит вермахту, нежели кто-либо другой. То есть для победы союзников Гитлер в должности главнокомандующего был как раз на самом месте. Вот нечто подобное сейчас происходит и с нанофюрером. Еще одного аналитика приведу мнение. Этот уже не столько вот предыдущий, он чисто военный, он знает досконально буквально. То есть он начал работать еще со времен Советского Союза. Он знает подноготную, как живут вооруженные силы Советского Союза, потом Российской Федерации. А это второй своего рода стратег. Почему Путин опять назначил Герасимова? С точки зрения этого аналитика, это свидетельствует о том, что у Путина опять появились нереалистичные ожидания. Это совпадает с мнением предыдущего аналитика, который я только что сказал. То есть Суровикин, видно, слишком говорил ему правду, которая не нравилась Путину. Ему хотелось более красивой картинки, которую ему тут же в ушко нашептали Герасимов и Шойгу. То есть у Путина появились завышенные ожидания о том, что он может добиться перелома на поле боя. Но ответственным за это теперь являются Шойгу и Герасимов. То есть их жизни, будущее, по большому счету, поставлены на кон. Они так сделали. Это где-то привело, вот эти перестановки, прямо перегруппировки взаимоотношения между различными кланами в руководстве тех военных подразделений, которые ведут сейчас боевые действия в Украине. В вооруженных силах, как я сказал, пришла к власти, опять вернулась к власти паркетная группировка. Это хорошо для Украины. Ну как, относительно хорошо, потому что вот американцы предполагают, я с ними согласен, что идиоты могут пролить немало крови, прежде чем их идиотизм в полной степени проявится, и они понесут жесточайшее поражение. То есть они могут принести много зла, будучи непрофессионалами. Но зато то поражение, к которому они приведут свои вооруженные силы, будут наиболее сокрушительными. Вот какая парадоксальная ситуация. Следующее. Произошла какая-то перегруппировка между военными в целом, там паркетные, не паркетные, в целом, и баронами, военными баронами, полувоенными, парамилитарными баронами в лице Пригожина и Кадырова. И совсем недавно люди Пригожина публично, под камеру, через YouTube или TikTok обзывали Герасимова последними словами. А теперь Герасимов самый главный там. И, имея в виду, что Путин, видимо, задумал какую-то крупную операцию,
И, кстати, это некоторые военные российские говорили, что Герасима вернули для того, что, будучи начальником генерального штаба, он может лучше координировать все силы, которые имеются там в России. Имеется в виду и Пригожина, и Кадырова. Так вот вопрос. После того, как эти двое, Пригожин и Кадыров, обложили последними словами Герасимова, и не только их подручные, но они сами нелицеприятные. Да вот последнее высказывание, одно из последних Пригожина о том, что Министерство обороны никакого отношения не имеет, вообще военные российские не имеют никакого отношения к якобы успехам в Солидаре. Все это дело пригожинских рук. И вот как они теперь, как Герасимов будет ими руководить и взаимодействовать, это большой вопрос. То есть зло, ненависть пригожинцев, кадыровцев к Герасимову и Шойгу, оно как-то так временно, видимо, уйдет под ковер, но надолго там не задержится. Короче говоря, на эффективную координацию усилий в операциях на украинских фронтах с точки зрения вооруженных сил России, значит, вряд ли приходится надеяться. Поэтому вот что на самом деле все это означает? Задает вопрос этот аналитик. По его мнению, предстоит попытка серьезной наступательной операции со стороны России. И назначение Герасимова – это первое проявление того, что даже Путин, как он пишет, даже Путин, то есть даже такой дебил, как Путин, понял, что одна из основных проблем его воинства – это отсутствие координации. Для этого назначают Герасимова. Но тут же аналитик говорит, что вряд ли это назначение поможет лучшей координации с Кадыровым и с Пригожиным. Следующее. Герасимову нужна победа. Только победа, иначе карьера его, не только карьера, но его и жизнь может закончиться очень бесславно и достаточно скоро. Поэтому, видимо, что-то, если они что-то замыслили, это должно состояться вот где-то более-менее скоро. Следующее. Путин теряет авторитет. То есть вот то, что он делает, перетасовка этого персонала, то есть, ну сколько этот Суровикин находился на своей должности, всего ничего. И повторяюсь, с точки зрения американцев, он не сделал ни одной реально крупной, серьезной ошибки с профессиональной точки зрения. Так вот эта чехарда с кадрами свидетельствует о том, что Путин действительно теряет контроль. Теряет контроль над людьми из своего ближайшего окружения, теряет контроль над ситуацией. И это вот судорожная перетасовка кадров, смена одного на другого, это то, чем занимался его предшественник и духовный отец, фюрер, в последние месяцы Второй мировой войны. Но это теряется, тем самым он теряет авторитет и в офицерском корпусе в целом, потому что аналитик подчеркивает, что Суровикин, в принципе, пользовался авторитетом. Повторяю, и среди кадыровцев, и среди пригожинцев, и среди рядового состава, и офицерского состава, и среди генералитета. И теперь он назначает человека, Герасимова, и фанерного маршала вместе с ним, который презираем всеми. Таким образом, это удар Путина по своему собственному авторитету. И, как говорит, это очень важная, интересная мысль, мне она нравится. В ближайшие дни это, конечно, не проявится, но все идет к тому, что Путин сам себя все больше и больше изолирует. И это приводит к ситуации, когда все больше влиятельных людей, у которых есть реальная власть, все больше его ненавидят и понимают его опасность. И не просто опасность для государства, а для них лично. И возникает ситуация близка к тому, или похожая к тому, которая была во дворе императора Павла I, и которая, в конце концов, привела к его бесславному концу. Таким образом, да, и вот, высказывая эту мысль, аналитик
вспоминает о Росгвардии. По его мнению, Росгвардия сейчас находится то есть в деморализованном состоянии. Ее руководство и личный состав просто в бешенстве, поскольку они считают, что их использовали как пушечное мясо. Ну, теперь к Росгвардии должно добавиться еще военные в какой-то степени, да и кадыровцы с пригожинцами. И все это вот на противоположной стороне от Путина. Он все дальше загоняет себя в угол. Ну и, наконец, Институт изучения войны проанализировал, каким образом эти перестановки отражаются на мнениях, на творчестве так называемых военных блогеров, которые приобрели большой вес в информационном пространстве Российской Федерации с начала агрессии. Вы знаете, да, многие, наверное, из моих зрителей читают, да мне и присылают часто мнение, вот там в телеграм-канале этот блогер то написал, все написал. И они влиятельные в военной элите, в информационном пространстве. И чувствуется, что их мнение, их позиция может сыграть существенную роль в судьбе и Путина, поскольку они представляют, так сказать, выразители дум, чаяний, точки зрения его ядерного электората. И вот если они встанут против него, это будет означать, что он потерял и свой ядерный электорат. Так вот, Институт войны обратил внимание, что эти перестановки были очень остро восприняты этими военными блогерами, о том, что это не только назначение, вернее, снятие Суровикина, переназначение Герасимова, но и также назначение генерала Лапина, который стал начальником штаба сухопутных сил, тоже немаловажная должность в путинской группировке, орудующей в Украине. Так вот, значит, по их мнению, по мнению Института войны, эти перестановки порождают новые расколы в и без того раздробленное российское информационное пространство. И здесь, в частности, цитируют всем известного Гиркина, который высказал впервые мысль о том, что он поддержал бы смещение Путина. Это вот первое слово. Такого пока не было. Он критиковал, Гиркин критиковал генералов, маршалов, ближайших соратников Путина. Насчет Путина не совсем лестно отзывался, но вот вопрос о смещении, то есть это прозвучало слово. А сначала, как известно, было слово. И все это происходит, еще расскажу, маленькое заключение на сегодня, маленький эпизод по поводу Китая. Да? Я бы рассказывал о том, что, видимо, в Кремле действительно осознали, что Путина бросил его главный хозяин, товарищ Си. И появляются все новые признаки того, что это действительно так. Ну, во-первых, в западной печати появились сообщения, что пять китайских чиновников слили западным своим коллегам, дипломатам западным и также в СМИ информацию по поводу содержания переговоров между Путиным и Си Цзиньпином в феврале, накануне Олимпийских игр, в самом начале Олимпийских игр в Пекине и накануне агрессии против Украины. И вот это слитие должно было свидетельствовать о том, что Путин обманул товарища Си. Он не сказал, что готов вторгнуться. Наоборот, он говорил о том, что вот если украинские злые боевики пересекут территорию, вторгнутся в Россию, вот тогда он, такого типа. И что он не говорил о том, что будет вторгаться сам по своей собственной инициативе.
Я вам говорил об этой мысли раньше, сейчас просто подчеркну, что нового. Новое в том, что 5 китайских чиновников слили аналогичную информацию по этому поводу. Ну, должен вам сказать, что даже для западной гниющей демократии, когда 5 чиновников одной администрации сливают аналогичную, одну и ту же информацию, это уже вызывает вопросы. Типа такого не может быть. Но когда говорят о китайских 5 чиновниках, ну тут понятно, что это делается с санкцией. Это первое главное. И главное, что они уже не боятся. То есть крест на Путине, видимо, поставлен, потому что это уже до Кремля дошло уже. Я вам сейчас расскажу, как это отражается. То есть вот это слитие 5 чиновниками Китая такой информации, оно ставит практически крест на перспективы в розовом цвете взаимоотношений между Пу и Си в обозримом будущем. То есть китайцам уже плевать на то, как на это отреагируют в Кремле. Им главное протянуть руку и сказать, ну мы тоже, нас обманули, извините, ну вот такие мы. Второе, значит, китайцы, конечно, врут, безусловно, врут. Потому что, ну, в самом начале агрессии, вы помните, несколько месяцев Китай поддерживал в Организации Объединенных Наций Россию. Китай фактически раздувал, стоял над позицией России в плане того, что каждая страна, Российская Федерация, имеет свои озабоченности в плане безопасности, надо их уважать, и нужно провести переговоры для того, чтобы удовлетворить российские обеспокоенности и так далее. То есть в дипломатическом, в политическом плане, в информационном, пропагандистском плане Китай полностью был на стороне Путина. И трудно представить себе, что если бы Путин вот так вот нагло обманул, и потом оказалось, что он обманул, он вторгся, сказал, что не вторгнулся, и через неделю он это сделал. Ну, вряд ли бы товарищ Си после этого вот так бы рьяно его поддерживал, да? Китайцы верили, они надеялись, что эта авантюра путинская будет успешной. Ну и теперь пытаются отыграть. То есть сейчас для китайцев самое главное отыграть на Запад в отношении с Европой и Соединенными Штатами. И, видимо, это поняли уже в Кремле. Потому что близкие к Кремлю специалисты по Китаю публично начали проталкивать идеи о том, что китайцы где-то переборщили с нами, обманывать начали, не то что обманывать, начали нарушать или давить на наш суверенитет и нас обижать. Ну, вы знаете, что с этими убогими в Кремле все их унижают и обижают. Теперь товарищ Си вообще, ну, я имею в виду, в лице всего китайского народа их обижает. Пока это не волна, пока это еще не визг. И пошла такая волнение легкое. Ну, например, в чем это выражается? Китайцев, наконец-то в Китае открыли страну. Теперь китайские туристы должны хлынуть в турпоездки по всему миру. В цивилизованном западном мире их как-то не ждали. В связи с ковидом, от них требуют особых справок и так далее. А вот в Россию они могут поехать. Так вот, появилась тема в российских СМИ, что китайские туристы, ну, во-первых, они приносят мало прибыли, потому что они питаются в китайских кафешках и ресторанах, в России же. Гиды у них китайские же, то есть получает Российская Федерация какую-то денежку от китайских туристов, но не так много. Но возмутительно что оказывается, что у китайцев свои гиды. И когда они рассказывают на Дальнем Востоке своим туристам, объясняют, что там произошло, история, где границы, они, оказывается, рассказывают китайскую версию событий, а не российскую. И даже в Санкт-Петербурге, когда они возят по Эрмитажам, по дворцам, рассказывают историю России с китайской точки зрения, которая оказывается антироссийская.
И эта проблема, оказывается, давно существует. То есть в Китае ты попробуй, пойди и поработай в качестве гида, если ты не китаец. Если у тебя нет особой аккредитации местной. А вот в России просто приезжает и все этим занимается, разгоняет антисоветскую информацию, то есть антироссийскую информацию для своих туристов. И до сих пор это как-то не замечали. А вот теперь начали замечать. Китайские туристы нарушают суверенитет России и их гидов. И вот это первая трещинка, которая появилась уже с российской стороны. То есть, как говорил известный Остап Бендер, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Будем наблюдать, как это будет продолжаться дальше. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. У нас еще много сообщений, много важных тем. Появился план «Б». То есть совсем недавно, и у меня тут спрашивали, вот какие варианты окончания войны с Россией? Как это будет, вот что будет после войны? Вот совсем недавно еще, совсем недавно, об этом как-то очень мало было размышлений, аналитических статей среди аналитиков, действительно, западных, прежде всего американских. И вот теперь они появились. План А мы знаем. Это разгром врага, полная победа. Но теперь у них еще есть план Б. То есть они рассматривают все возможные варианты. Но любой из этих вариантов предусматривает, скажу вам сразу, полное освобождение украинской территории от агрессии. На этом позвольте закончить это видео. Слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, безусловно, победа будет за нами. Мордор, как и Карфаген ранее, будет разрушен. И вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры, что победа будет в наших руках. Я очень надеюсь, что в этом году. До скорой встречи, дорогие друзья.